Слава себе. Меня зовут Юрий Серебрянский. Я казахстанский писатель и культуролог. Вот уже тема моего исследования – русский язык и идентичность русскоязычного человека, рожденного за пределами России. И вот уже 20 лет я занимаюсь этой работой, сначала как автор книг для взрослых, потом как детский писатель и в последние несколько лет как академический исследователь. Почему же меня так интересует именно эта тема? Существует такое определение – активный исследователь. Вот как раз я и есть такой активный исследователь. Я родился и вырос в Казахстане, я являюсь носителем русского языка, и у меня польское происхождение. Но, несмотря на польское происхождение, я никогда не смогу считать себя частью польской культуры. Точно так же, как, несмотря на то, что я носитель русского языка, я не могу полностью считать себя частью только русской культуры. Потому что там, где я родился и вырос, русская культура лишь одна из тех, которые оказывают влияние на формирование идентичности человека. В 2016 году я написал книгу. Честно говоря, я писал ее для своей дочери. Подумал, когда она подрастет, какой фольклор будет ей близок. Русский или казахский, или польский. И вот я сел и написал истории о современном Казахстане. Книга так и называется «Казахстанские сказки». Это моя авторская попытка создания современного мультикультурного фольклора. Сегодня Казахстан – полиэтничное государство. Мы вобрали в себя и плохие качества друг друга, и хорошие качества друг друга, и это сделало нас теми, кто мы есть, казахстанцами. Сначала немного истории. В основе государства Казахстан – кочевая культура казахов. Как мы знаем, ее пытались насильственным образом изменить в начале 20 века, когда третья часть населения казахов погибли или откочевали, и остальные пережили жертву. Это еще и волны депортации народов на территорию нашей страны, коренным образом изменившие демографию. Однажды мне довелось брать интервью у участницы этих событий, тех событий. Ее привезли в Казахстан в вагоне. И вот она рассказывала, что поначалу люди разговаривали, общались на разных языках, и это как-то получалось. И несмотря на террор и сложные условия, люди строили свои судьбы, жили. И в этом им помогали казахи, только что сами пережившие Голодомор. На эту тему сейчас выходит много публикаций, книг в контексте деколонизации. Есть две основные категории. Деколонизация предполагает наличие колонизатора и жертвы. Но у Казахстана своя уникальная ситуация. Представители депортированных народов также попадают в категорию жертв режима. И само отношение к наследию этого режима в обществе неоднозначное. Связано это с тем, что в советский период была сформирована новая общность, советский человек. И еще это связано с тем, что не существует такой определенной точки, когда все бы в раз взяло и изменилось. И люди, выросшие, сформировавшиеся как личности в советский период, вдруг в единочасье преобразились. Такого нет. Тем самым очень важным для нас становится восстановление нашей исторической памяти. Для этого нужно открыть доступ ко всем фактам, ко всем документам.
нужно дать голос всем жертвам. Это сможет гарантировать равновесие и стабильность в нашем обществе и даст нам возможность идти дальше вместе, как единой нации. В СССР жизнь отдельно взятого человека имела ничтожное значение в глазах власти. Массовость жертв делает их анонимными, и мы с вами не способны воспринять масштаб такой трагедии полностью. И делается это намеренно. Наша с вами задача сегодня – найти все фамилии, дать голос всем и каждой жертве и подписать имена на этих снимках массовых репрессий. Уже 10 лет я работаю редактором журнала польской диаспоры Казахстана, и в каждом номере мы публикуем воспоминания семей поляков и документы, и это часть моей личной истории. Но самое главное, что это часть истории нашей страны. И нынешняя языковая ситуация тоже часть истории нашей страны. Я утверждаю, что русский язык является нашим колониальным наследием. Он достался нам ценой огромных жертв, и мы имеем полное право распоряжаться им по собственному усмотрению. Ни Россия, ни какое-либо другое государство не имеют монополии на русский язык. Более того, язык вообще невозможно монополизировать. Это живая, растущая, развивающаяся ткань. Сегодня многие ученые относят русский язык к числу так называемых плюрицентрических языков, то есть имеющих несколько самостоятельных центров развития. Казахстан как раз является одним из таких центров развития. Наша полиэтничность и наша мультикультурность – это наше богатство. Посмотрите на развитые страны сегодня, на Америку, на США, на Арабские Эмираты, на Европу. Они открыты к мультикультурному, к поликультурному диалогу, и туда готовы ехать умы и золотые руки. И мы с вами тоже можем предложить миру это. Как раз сейчас мы, как нация, проходим испытания. К нам едут люди из соседней страны, едут россияне. И они для нас выступают в виде своеобразного зеркала, в котором мы видим себя как сложившуюся нацию. Слышны голоса благодарности за поддержку, но в нашем обществе слышны и настороженные голоса. И связано это с тем, что люди к нам едут из бывшей страны колонизатора. Я думаю, что если бы ехали из Бразилии, то вопроса о тенге вообще бы не возникло. А тенге как раз является одним из маркеров нашего казахстанского русского языка. Мы с вами, не задумываясь, употребляем в речи такие слова, как агашка, акимат, той, аким. И эти заимствования делают наш русский язык самостоятельным вариантом. Разные люди к нам приезжают. Сегодня информация распространяется широко и быстро, но тем не менее мы видим, что многие из приезжающих мало что знают о Казахстане. И некоторые даже считают, что мы все еще являемся частью русского мира. Российской государственной стратегии, принятой в 2004 году, как централизованной стратегии использования русского языка в качестве инструмента внешнего влияния. Но в нынешних условиях такой организации больше просто не может существовать. Цитируя культуролога Илью Кукулина, в дальнейшем возможен будет только диалог равноправных стран, культур, в которых в разной степени существует русский язык. Только так должна возникнуть новая организация, объединяющая страны, пользующиеся русским языком, и тогда можно будет восстановить
и пересмотреть академические связи, можно будет восстановить культурные связи, экономические связи. Нынешняя ситуация приведет к полной децентрализации, в том числе и русского языка. Само это понятие «русский мир» пришло из раннего Средневековья. Авторство приписывается Изяславу Ярославовичу, внимание, великому князю Новгородскому, Туровскому и Киевскому. Мы видим, что с самого начала понятие это было сложным. А сейчас, в нынешней ситуации, выражение «русский мир» приобретает другой, противоположный смысл. В сети разворачивается общественная дискуссия о скорой отмене русского языка и русской культуры. И приводится сравнение с Германией времен Второй мировой войны. Но мы с вами знаем, что немецкий язык не исчез, и немецкая культура не исчезла, как не исчезла французская культура и французский язык, и культуры, основой которых является английский язык. Несмотря на то, что представители, носители этих языков в разное время принимали участие в сложных исторических событиях, в том числе и в процессе колонизации. Истерия касается не только жителей постсоветских стран. К примеру, учителям в Шотландии в родительских чатах приходится объяснять родителям, что дети, говорящие с русским акцентом, не имеют отношения к российской агрессии против Украины. Травма поколения. Но мы с вами должны уже думать о будущем. И в это будущее мы можем взять элементы наследия, которое нам практически будет полезным. Нашу полиэтничность, нашу мультикультурность. Сегодня я не сказал об одном еще очень важном элементе нашей национальной идеи, такой, какой я ее вижу, о казахском языке. Не так давно я побывал в Алматы на концерте группы Ирина Кайратовна. И я помню, как со сцены звучала речь на казахском, на русском, и зал подпевал песням на казахском языке и на русском языке, и выглядело это естественно. Казахский язык – государственный язык нашей страны. Все больше людей используют его, и выходят книги, и выходят публикации, и я не вижу угрозы ни со стороны русского языка, ни со стороны каких-либо других языков. Но я вижу большую долю ответственности неэтнического казахского населения пользоваться казахским языком. Наши дети изучают сегодня в школе 3 языка – казахский, русский и английский. И будут изучать любой язык, который полезен им окажется в жизни. Потому что язык – это вообще очень прагматичная вещь. Ученых, филологов, которые изучают язык только из академического интереса, единицы. Я считаю, что для того, чтобы идти дальше, интегрироваться в глобальный мир, в глобальное будущее, нам с вами необходимы 3 языка – казахский, русский и английский. Назарыныз рахмет.